Привет. Представь, что это ты. Ты построил свой новый дом, осматриваешь его, как вдруг поворачиваешь голову, подходишь и удивляешься, что твой друг построил очень красивый дом. Ты начинаешь завидовать и спрашивать у него, как ты это сделал. Дальше ты заходишь на YouTube, смотришь гайды по строительству и ничего не понимаешь. В этом видео я попробую тебе помочь в этом. То есть научу вас понимать, куда поставить тот или иной блок, какие нужно использовать моды и какие лучше всего подойдут цвета для постройки. Не буду так долго тянуть, поехали! Самое главное всегда это идея. Попробуй сначала подумать, что ты хочешь построить. Например, я хочу построить огромный замок, чтобы в нем был розовый пол и все заставлено стержнями энда. После примерного выбора идеи, того, чего ты хочешь, нужно искать стиль постройки. Стилей, правда, чрезмерное количество. Однако самыми популярными и интересными являются средневековый, восточный и современный. Если взять наш пример, то лучше всего подойдет средневековый или фэнтези. Выбор стиля всегда очень сложен, и даже если ты выполнил эти два пункта, то есть идея и стиль, то сразу шедевр построить ты не сможешь. Для этого и есть наш третий пункт. Референсы очень важны для строительства. Они тебе нужны для того, чтобы ты мог опираться на них и тем самым учиться. Самое лучшее приложение или же сайт – это Pinterest. В данном приложении можно вбить свою примерную идею, например, замок, и найти постройки других людей. Теперь вы хоть немножко знаете, правда? Значит, мы можем перейти к строительству. Форм для строительства также много, как и стилей, однако выбрать их гораздо легче. Так как у нас пример замок, то можно использовать стандартные цилиндрические башни и квадратный внутренний дворик. Формы также можно рассмотреть на Pinterest, чтобы было легче. И мы можем перейти к самому сложному – это крыша. Вот и самый сложный этап строительства, по моему мнению. Я для вас нашел картинку, на которой показано, какие виды крыш можно построить. Вот и они. Берите себе на заметку. Чтобы твоя постройка не смотрелась как месиво из блоков, ее нужно разбавить. То есть, так как у нас пример замок, нам нужно использовать различные серые блоки. Значит, мы берем булыжник, андезит, гравий, камень, каменные кирпичи и, если хотите, туф. Сделаем нашу постройку более состаренной. Мы добавим замшелые кирпичи, а также замшелый булыжник у подножия нашего замка. Так, ну вроде бы все. Я вам рассказал самое главное, что нужно для того, чтобы вам хоть что-то построить. И теперь мы можем перейти к этапу, который вам поможет это все облегчить. Самый полезный и замечательный мод для строительства является мод Axiom. Данный мод добавляет большое количество инструментов для строительства. Вам их, к сожалению, показывать не буду. Однако я могу для вас сделать обзор данного мода, но так как меня смотрят 95% без подписки, то снимать мне как-то не очень его хочется. Однако я думаю, что вы можете это исправить, верно? Для вас у меня есть один сайт, который может вам помочь. Его название Блок Палец. На данном сайте можно найти большое количество палитр блоков для ваших построек. Этим сайтом я, конечно, не так часто пользуюсь, однако также может быть полезен. Стоп, а как же интерьер? Да бля! Вот и все. Надеюсь, я вас чему-то научил в этом видео, и вы сможете построить очень красивую постройку в своем мире. Ну а за то, что я вам помог, можете, пожалуйста, подписаться на мой канал, чтобы я добил свою первую 1000 подписчиков до конца этого лета. Это моя цель. Ну а с вами был я, Вирбис. Надеюсь, еще увидимся. Пока.